Всем привет, народ, с вами канал Доната Синема, и сегодня заключительная часть истории про то, как мы попали в андеграунд. И сегодня вы узнаете, как же поместить настоящую машину в 3D мир, сколько нам обошелся весь тюнинг Peugeot 206, который угробил Саня, как мы снимали селику Тома Хэнсона, не выходя из дома, и что же за машины были использованы в дрифт-гонке по серпантину. Ну и начнем с того момента, когда я решил, что для дрифт-гонки нам просто необходим синий Peugeot 206 в кузове хэтчбэк, ну как бы в начале игры. Правда, я не учел, что в нашем городе с населением 100 тысяч человек шанс найти такую машину будет равен примерно 1%. Peugeot уже ищем недели две. И вот я, гуляя по своему двору, заметил это. Совпадение? Не думаю. Найти хозяина, а точнее хозяйку этого пыжика, было несложно. И после того, как мы объяснили ей, что угонять машину никто не собирается, мы приступили к работе. Но так как Серега забыл сделать ворота в нашей хромакейной студии, то приступить к работе нам пришлось прямо в соседних гаражах. А в сегодняшнем дне, точнее вечере, участвуют наконец-то дополнительные люди в виде Сереги и Лехи. В прошлой серии Леха подметал полы, в этой серии он уже задействован в хромакей. Вот такой у нас скоростной карьерный рост. А чтобы ускорить процесс съемки и ничего не забыть снять, я сделал небольшую раскадровку со всеми кадрами и диалогами. Ну как? Ну, что ты на меня смотришь? Да я не могу тебя воспринять. Не смотри в камеру. А пока Саня между дублями учил текст и пытался его выразительно прочитать... Да что ты залазил? Peugeot? Да, Peugeot? Мне денег только на него хватило. Где такого мудака нашел? Я не понимаю, а? На свадьбе. Мы отсняли еще несколько кадров на воображаемом фоне города. Тебя снимаем, дайте? Да. Напяливай свою шкуру. В этот вечер Сане так и не удалось доломать это Peugeot до конца. Я езжу босиком, чтобы чувствовать педали. Поэтому мы договорились встретиться на следующей неделе. Извините, не закрыл. Я опять не закрыл. Алло, да. Купил. Ну, и это купил, ага. Цветы? Блин, что ты мне о цветах вообще ничего не говорил? Ладно, все, сейчас сюда буду возвращаться, давай. Что случилось? Да что, цветы-то забыли? Так скажи на Флау-Вау, в чем проблема? Чего? Флау-Вау? Флау-Вау, это маркетплейс такой, где можно сказать цветы, подарки, десерты, всякие бьюти-боксы, живые растения. Причем с быстрой доставкой в 950 городах по всему миру. Слушай, ну это по-любому геморройно, это куда-то звонить, писать, ждать, да и, блин, сдерут 3 шкуры стопудово. Да не парься ты, там вообще подарок на любой карман найдешь. У меня еще промокод от Доната есть на 10% скидки. А, ну это меняет дело. Сейчас я в чат напишу и уточним все детали заказа. Что заказывать-то будем? Пионы, посмотри, есть там у них? Да есть тут их дофига. Давай еще Мишку докажем. Давай, нормально, Мишка потянет. О, смотри, уже фотку заказа прислали. И что, когда привезут? Что, уже что ли? Пожалуйста. Мишка. Понял, вот это уровень. Да. Че, где ты там говоришь, скачать надо приложение? Как обычно в описании по ссылке. Вот это уровень. 3 weeks later. Здравствуйте всем, товарищи! Сегодня у нас очередной день, мы уже не знаем по счету какой. Так и есть. Мы так долго снимаем серию с Peugeot, что, во-первых, на улице уже мороз и все в шапочках. А во-вторых, у Peugeot уже сменился хозяин. Ну это ничего, как бы, по Да новой всем серии. насрать на это так-то, если что у Peugeot сменился хозяин, во-первых. Давай покультурнее говори. Всем на как. Так, все, сработываемся. Главное, что нам надо было сделать на этот раз, это синхронизировать наклоны во время воображаемого дрифта. Но если с этим мы хоть как-то справились, то вот не ржать, играя серьезные лица, в этот вечер нам было не под силу. Еще раз, давай, ты. Слушай, в вашем колхозе деньги-то имеются? Готов 2000. Какие две? Пятак готовь! Это будет долго. Ну чё, клоуны, приехали на свою последнюю гонку? Какая последняя гонка? Че в вашем колхозе деньги-то имеются? 2000 с тачки. Забыл текст, просто я вижу в глазах. Текста нет. Ты чуть-чуть не дошел, залезай глубже. Ты еще. 2000 с машины, на финише все и отдадите. Скажи то, что они тебя просят, и только не вздумай смеяться. Они, блядь, два дурака, особенно вот, который за рулем. После того, как мы более-менее проржались, мы довольно быстро записали все оставшиеся дубли. Но был один особенный кадр, где мы врезаемся в ограждение, и я даю кулаком Сане в плечо. Вот тут-то я и отвел душу за все разбитые машины.
когда его бьешь, ударь его нормально. В натуре. К нему представить. Ты заколебал! Видишь, как такая сильно ударил, второй жать Вот зато огонь, я тебе хочу сказать. Давай, поехали еще раз. Он в нерв прям зарядил. Почему? Да у меня самого подгорело. Ладно, ты поехали. Ты заплевал. Нормально? Отлично, так я не снимал, пацаны, простите. Давай еще раз. По сюжету мы выигрываем эту гонку за счет взлома игры через ArtMoney. И сначала я немного сомневался, зайдет ли такая шутка. Но я был приятно удивлен, когда увидел в комментариях, что очень многие из вас помнят такую программку для взлома игр на деньги, здоровье и другие полезные ресурсы. Да кто вы нахрен такие? Канал Доната Синема, сынок. Кстати, для съемок этого кадра у нас не было с собой долларов, поэтому их тоже мы пририсовали. А все остальные кадры, где нам не было необходимости сидеть в машине, мы уже доснимали в нашей студии. Поесть принес? Я как всегда. Себе. Мы можем вообще зимние серии делать как зимние серии? Не, но я потому что в прошлой серии в плюс 30 здесь снимался вот такой вот кофте, блин. В двух кофтах и в этой самой. Слышишь? Поэтому В холоде и в жаре сниматься это разные вещи. Я лучше буду потеть как конь, чем а потом на Новый год. К сожалению, съемки в студии зимой это отдельный экшен, потому что из обогрева у нас есть только дизельная тепловая пушка, а значит шанс замерзнуть или угореть от дизельных выхлопов примерно одинаковый. Так как я ходил в шапке, мне придется теперь голову намочить. Я ее намочил с помощью снега. Сейчас с помощью фена высушим. Водный приговор тут начинается. Подштанники. Подштанники я сейчас с утра хотел одеть, одеваю и понимаю, что это не мои. Но это уже совсем другая история. А главной серией Underground 2 стал Drag Racing Depot, в котором нашим соперником был Том Хэнсон. И все бы ничего, только Том живет в Москве, а мы не живем в Москве. И ехать туда ради часовой съемки зимой в гололед как-то не очень хотелось, поэтому я придумал кое-что другое. И начали мы с того, что полностью перерисовали сцену с поездами. Мы ее постарались сделать максимально похожей на сцену из игры. Даже поезда расставили один в один с оригиналом и добавили настоящие рельсы, а не нарисованные, как в игре. Правда, мы их немного утопили в землю, так как настоящие рельсы наши машины вряд ли перепрыгнули. А затем мы прокачали наше Peugeot по всем канонам андеграунда, разве что гидравлику на него не поставили. Васаба по 502! Чего? Суммарная мощность 1,5 киловатта! Сань, не слышу ничего! Да, возможно, сейчас все подумают, почему мы стоим на коленях. Жизнь такая, да? Давай. Главное, чтоб не раком. Давай, открывай, и он Обвесы для Peugeot и Гольфа нам помог сделать наш друг Федя, причем это стопроцентные копии обвесов из игры. А с материалами тачек, винилами, покрышками и мелкими доработками по геометрии фар и прочих деталей нам помог наш друг Колян, который, как и мы, будет часами сидеть над одной и той же деталью, пока не доведет ее до идеала. На всю подготовку машин мы потратили примерно 30 тысяч рублей с учетом покупки стоковой модельки Peugeot 206 и прочей мелочевки. Поэтому, если вы хотите делать контент на автотематику, начинайте изучать 3D. Это сэкономит вам реально много денег. Кстати, ссылка на 3D-курс от нашего канала, как всегда, в описании. Итак, мы настолько долго снимаем ролики, что Peugeot, на котором мы уже снимали, уже сгнило, и нам сегодня придется снимать в этом Ford Focus. Сегодня нам надо будет заснять кадры, как мы с Саней едем в Фокусе и разговариваем с Хэнсоном, который в это время снимает свои дубли в Москве. Передачами нужно переключать или тут типа на автомате? Давай сыграю, я типа передачу. Сыграю, хорошо. Съемки селики проходили на холодном подземном паркинге, поэтому, чтобы максимально быстро и правильно снять нужные нам дубли, я отрисовал схему для каждого кадра со всеми параметрами положения камеры, фокусного расстояния, дистанции и точек освещения. Благодаря этому ребята достаточно быстро справились со своей работой. И отдельное спасибо хозяйке Toyota Celica за предоставленный для съемок автомобиль. После просмотра нашей предыдущей серии хозяева Peugeot 206 нам сказали, что мы больше ее не получим. Поэтому сегодня Peugeot 206 мы снимаем в Ford Focus какой-то, второй, третий, черт его знает. Какая разница, купе и купе. Скорее всего, подмены Peugeot на Ford Focus многие не заметили, особенно если не сидели ни в одной из этих машин. Но как же быть с цветом, ведь Peugeot был розовый, а Ford белый.
Народ, не забывайте вы на каком канале находитесь. Уверяю вас, Ford Focus тоже был розовый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А еще сегодня у нас Ford Focus, заряженный этой самой закисью азота. Я сделал специально такую кнопочку, которая добавляет стиля. На, снимай, сейчас закреплю, а то я вчера уже тебе руль поцарапал, поэтому сегодня надо. В смысле ты мне руль поцарапал? Ты чё? Не крепим все. И тебе еще придется, кстати, пальцем держать с обратной стороны. Чтобы он не крутанулся? Потому что она крутится. Ну, я зажимаю сильно, но все равно. Вот так. Производство кнопок для закиси азота, обращайтесь. Кульминацией этой серии стал прыжок с трамплина, на котором у Peugeot взрывается двигатель. Думаю, все прекрасно помнят этот момент в игре, когда двигатель на максимальных оборотах уходил в красную зону и заклинил перед самым финишем. Ну и чтобы добавить зрелищности, я его еще и взорвал прямо в полете. Анимация машин, разбивание ящиков на щепки и анимация взрыва двигателя в сумме заняли примерно 3 дня. Не, походу, селика не наша. Ну а теперь пришло время рассказать, что же за машины у нас были использованы во втором синематике. А вот, кстати, и тот человек, благодаря которому эти машины попали к нам на видео. Привет, Егор! Здорово, Витек! Приветствую зрителей канала Доната Синема. Меня зовут Егор, владелец компании Clinch. И в этом ролике я оказался не случайно. На Mitsubishi Evolution и на 180 SX одеты продукты нашей компании. На Evolution специально подготовленный кит, а на 180 SX универсальные расширители глайдер и слайдер. Кстати, мне очень зашел синематик с нашими машинами. Поэтому, Вить, давай договоримся, обратно я поеду на чем-нибудь более современном. Ну а сегодня на этом все. Это была последняя серия по Underground 2. И дальше вас ждет... А что вас ждет дальше, вы узнаете совсем скоро. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте с музыкой, на Рутуб с Яндекс.Дзеном. И не забывайте про наши 3D-курсы. Ну что, мы их зря делали, что ли? С вами был канал Доната Сима. Всем пока. Знаешь, что самая фишка? Пойдем покажу. Вам нравится? Скажите, что вам нравится. Скажите, пожалуйста. Давай еще разок. Как я обожаю, когда его текст просто 2 слова. А вот Саня, ну скажи, ну вот так вот, ну вот тут запятую добавь какую-нибудь, ну вот тут какое-то ударение на другой слог, а сам стоит. Да. Блядь, ну некрасиво, да, сказал, да? Ну вот некрасиво. Ну, скажи как-нибудь, да, по-другому. Да. Скажи да. Вот так вот надо говорить.